Доброго времени суток, друзья, подписчики и те, кто еще пока не является подписчиками этого канала. В эфире рыболовный клуб Кричевичи. Это канал действующих чемпионов мира по карпфишингу. На этом канале мы, как правило, делимся своими знаниями, опытом и наработками на тему, как нужно ловить карпа. Но сегодня у нас будет достаточно необычное видео, и мы пойдем от обратного. Как не нужно ловить, и мы сегодня расскажем о том, что не работает. Мы все с вами занятые люди, кто-то ходит на работу, кто-то занимается своим бизнесом, и не можем дождаться наконец-то тех выходных, когда мы в пятницу либо в субботу сможем взять удочку, палатку, загрузить это все в машину и поехать на любимый водоем. Для того, чтобы насладиться природой, покушать шашлыков, отдохнуть, ну и половить рыбу. Кто-то просто на рыбалке, кто-то на соревнованиях. Проехали мы километров 200, приехали на водоем, разложились, удочки закинули. Шашлыки жарим, природой наслаждаемся, а рыба почему-то не клюет. Мы вроде и точки правильные нашли, и покормили, и мы знаем, что этот корм у нас работает. И не один раз мы уже на этом водоеме ловили, и на других водоемах мы ловили, на ту же программу. Но вот почему-то рыбы нет. Причем самое интересное, что люди слева ловят, справа ловят, а мы просто кушаем шашлыки и думаем, почему же у нас не клюет. Естественно, первое, что придет нам в голову. Что нам нужно сделать, если не клюет? Правильно. Поменять насадку. Если мы ловили на что-то рыбное, поставить сладкое. Если мы ловили на сладкое, поставить, соответственно, рыбное. Поменять цвет попапа. Ну, одним словом, мы перезакидываем удочки. Дальше жарим шашлыки. И дальше ждем поклевки. Поменяв за часов 8, 3, 4, 5, 6 раз насадку, попапы, мы понимаем, что, наверное, дело все-таки не в насадке. Если на самые разные насадки тут не клюет, значит, наверное, надо искать рыбу в другом месте. Начинаем мы перекидывать палки, но выкидываем уже не в корм условно, а немножко за корм. Там 10 метров за кормом, 15, 20, влево, вправо, перед кормом и так далее. Но и это нам не приносит успеха, и у нас дальше нету рыбы на мате. Шашлыки у нас получились очень вкусные. Мы и соседа, который справа пригласили на эти шашлыки, выпили с ним по 100 грамм горюче-смазочных материалов. И вместе с этим соседом наблюдаем, как сосед слева вытащил очередного карпа на 12 килограмм 360 грамм. Сосед слева молодец, мы, конечно, его похвалили, но у нас, к сожалению, сигнализатор молчит, и мы ничего с этим сделать не можем. Берем бутылку водки, идем к соседу слева и начинаем подсматривать, что же этот сосед делает и на что же он ловит. И очень удивительно, потому что сосед ловит на такую же насадку и на тот же самый цвет попапа, что и мы. И даже корм у него принципиально не отличается. И мы тогда вообще ничего не понимаем. И только в воскресенье, когда мы уже готовимся ехать домой и начинаем собирать лагерь, мы получаем наконец-то ту долгожданную поклевку, которую ждали 2 дня. Мы вываживаем рыбу, кладем ее на мат, фотографируемся, отпускаем. Ну, если, конечно, отпускаем, что я всем рекомендую делать. И довольные, счастливые возвращаемся домой. Почему? Потому что мы были на природе, мы были на рыбалке, мы отдохнули, все у нас хорошо. Кроме одного. Рыба у нас только одна. А могло этой рыбы быть либо 3, либо 4, возможно 5, возможно 10 штук. Вопрос. Почему? И если мы на этот вопрос не ответим, то мы поедем опять через неделю на рыбалку, и с большой долей вероятности мы будем иметь примерно то же самое. Мы просидим 2,5 суток и, дай бог, получим одну поклевку. Даже у нас на Кричевичах бывает ситуация, когда заканчиваются соревнования, приезжает рыбак и становится в тот сектор, где только что уехала команда, которая за 3 суток наловила полтонны рыбы.
Ну, естественно, он думает, вот тут я сейчас оторвусь. Но почему-то у него 4, 5, 6 поклевок за сутки. То есть не 20, не 30, не 50, а 4, 5, 6. Обычно все видео на этом канале очень короткие и по сути. Тут же я специально сделал такое длительное вступление для того, чтобы донести одну мысль. Для того, чтобы развиваться в карпишинге, нужно уметь правильно анализировать и уметь делать правильные выводы. Если рыбак сказал себе «я все знаю, я все умею», это тот момент, когда он начинает деградировать. Я знаю очень много рыбаков, которые вроде умные, толковые, но они из года в год ездят на водоемы, делают одно и то же, и делают элементарные, просто глупые ошибки, которые не позволяют им получать достаточное количество поклевок. Для того, чтобы учиться, мы, естественно, пересматриваем очень много видео в интернете. Но, скажу вам честно и откровенно, есть очень много в интернете, в Ютубе, особенно некачественного контента. То есть советуют люди, которые до конца сами не знают и не понимают, как определенные вещи делать правильно. Поэтому тут нужно научиться отсекать неправильную информацию и, соответственно, брать ту информацию, которая нужна. Ну и, конечно же, все нужно проверять на собственном опыте. То есть никогда не доверяйте тому, что вы видите, слышите, едете на рыбалку. Вот если есть какие-то советы, возьмите, попробуйте и сделайте сами правильные выводы. Итак, почему же не клюет? Конечно, причин может быть масса. Но сегодня мы рассмотрим одну из возможных причин, и для этого мы сейчас посмотрим с вами немножко другое видео. Шикарное, очень красивое видео. Тут мы видим комби-риг, видим крючок 8 размера, 2 искусственные кукурузины и крючок приподнят 2 сантиметра над дном. Тут предлагается посчитать, сколько же холостых поклевок будет у карпа перед тем, как все-таки мы получим засечку и мы получим наш паровоз и, соответственно, вытащим рыбу на берег. Вот у нас первый карпуша пытается взять нашу насадку. Мы специально в такие моменты делаем видео медленнее, для того, чтобы можно было внимательно рассмотреть, что делает карп и, соответственно, почему эта насадка в итоге не оказывается у этого карпа во рту. Мы видим промах, карп насадку не всосал. Ну и, соответственно, мы сидим на берегу и все дальше думаем, почему же у нас рыба не клюет. То ли у нас рыбы нет на точке, то ли не там мы ее ловим, то ли палку дальше закинуть и так далее. Но, как мы видим, рыба на точке есть. Причем рыба достаточно активная, рыба питается, а паровоза у нас нет. Итак, смотрим дальше. Вот у нас вторая рыбина. Но ситуация та же самая. Карп попытался засосать нашу оснастку, но у него почему-то это сделать не получилось. И все, мы дальше без паровоза. Вот еще один карп, тоже достаточно такой неплохой. Вот он опять пытается взять насадку в рот, и у него тоже это не получается. То есть это уже третья незасеченная рыба. 4. Подплывает карпуша, выплевывает какой-то белый бойл, который он где-то нашел перед этим. Ну и тут, казалось бы, вот, сейчас вот мы получаем поклевку. Но та же самая история. Хотя достаточно вроде активный карп, но поклевки не последовало. 5-я рыбка у нас такая совсем неактивная. Видимо, он кушать не хочет. Ему, видимо, стало интересно, что это такое. Но, в принципе, ситуация та же самая. То есть оснастка остается на месте, рыбак остается без рыбы. Карп уплыл дальше, искать себе что-то более интересное. 6-й подплывает карп. Пробует всосать оснастку, но почему-то не может это сделать. То есть, обратите внимание, рыба не может всосать нашу насадку. Мы можем менять очень долго насадки, мы можем менять корм, мы можем менять точки. Но если мы не избавимся от этой вот причины, по которой рыба не клюет, поклевок у нас не будет.
Красавец номер 7 подплывает к нашей насадке. И вот, давай, вот он. Вроде уже засекся. Но, к сожалению, он тоже выплевывает наших 2 кукурузины. Тут мы имеем возможность рассмотреть, на что же мы ловили карпа. Мы видим крючок 8 размера и видим огромный булыжник, который немножко ниже крючка, благодаря которому наш поводок не всплывал наверх, а держался, как было изначально написано, 2 сантиметра от дна. В зависимости от того, насколько рыба голодная, насколько она активная, она по-разному питается. В данном случае у нас были карпы не очень голодные и не очень активные, но они питались. Но наш с вами монтаж, который у нас был, не давал возможности им просто всосать эту оснастку. Слишком тяжелый булыжник для этого поводка. Если бы насадка была легче, то из всех этих карпов, которые мы видели на видео и которые пытались поинтересоваться нашей насадкой, мы гарантированно бы получили поклевку. Гарантированно. А вот у нас тот самый карпик, о котором мы говорили, который клюнул в воскресенье и не дал нам уехать домой с пустыми руками. То есть все-таки мы получили засечку. Ну и пока наш рыбак вываживает рыбу, давайте мы с вами немножко теперь проанализируем. Если бы на этом поводке был не один такой булыжник, а 2 или 3 булыжника, то 100% наш рыбак уехал бы домой с пустыми руками, вообще без рыбы. Ну, либо, естественно, если бы этот груз был тяжелее. И ведь все прекрасно знают, что карп питается таким образом. Он подходит к пище, он эту пищу всасывает, соответственно, потом что-то он выплевывает, а что-то у него остается во рту и попадает потом в желудок. Ну, естественно, наша оснастка и крючок, они должны быть мобильные. То есть карп должен иметь возможность, при том, что он даже незначительно всасывает нашу оснастку, эта оснастка должна иметь возможность залететь ему в рот. Какой был выход в данной ситуации? То есть что мог сделать рыбак? Первое и очень логичное. То есть вот грузь, дробинка, которая на поводке, она могла бы быть гораздо легче. То есть не такой большой кусок металла, да, а какая-то аккуратненькая дробинка, которая выполняла бы просто функцию того, чтобы не дать возможность нашим кукурузинам поднять поводок наверх. В этом случае, конечно, было бы больше шансов получить засечку карпа. Второй вариант – это поставить дробинку сантиметров 4, 5, 6 от крючка, то есть немножко дальше, и подобрать такой попап, который бы крючок поставил на жало. В этом случае карп, который пытается взять оснастку, смог бы ее всосать достаточно для того, чтобы она его засекла. Ну и третий вариант, что бы сделал я. Я снял бы этот поводок, выкинул бы его в мусорку, связал бы нормальный поводок, без всяких трубочек, без всяких грузиков, что однозначно на поводке, по моему убежденному мнению, является лишним. Да, я знаю, что среди зрителей канала, которые сейчас смотрят это видео, многие со мной не согласятся и скажут: я ловлю на поводок с дробинками, и у меня на него ловилась рыба. Можно, конечно, поймать рыбу на такой поводок, естественно. Но ситуация. 2 года назад на соревнованиях была одна команда, которая шла уверенно на первом месте в зоне, но при этом имела достаточно большое количество сходов. И вот они решили в последнюю ночь уйти от сходов. Взяли и поставили дробинки на поводок. Они ушли от сходов, сходов у них практически не было, но и поклевок у них стало гораздо меньше. В итоге эта команда еле-еле удержалась на 2-м месте в зоне, еще бы пару рыб и, соответственно, она была бы 3-я. Вопрос, нужно ли это? Есть другие способы уйти от сходов, мы обязательно снимем видео на эту тему и обязательно про это расскажем на нашем канале, причем я надеюсь так, что это будет в ближайшее время.
Ну, а те рыбаки, которые все еще считают, что поводок с дробинкой является очень уловистой снастью, есть два варианта. Первый вариант. Продолжайте ловить так же, как ловите, и ни хвоста вам, ни чешуи. Ну и второй вариант. У нас на канале есть видео, которое называется «Поводок за $500». В конце этого видео будет ссылка, вы сможете перейти. Поедьте на водоем. Причем желательно выбрать водоем, где есть много рыбы, для того, чтобы было много поклевок и можно было сделать статистику. На первую палку ставите свой поводок с дробинкой, на вторую палку тот поводок, который мы показали, как завязать. На третью, соответственно, свой поводок, на четвертую наш поводок. Раз в 2 часа, допустим, ну, либо в час, в зависимости от лени и от времени, вы перезабрасываете, соответственно, меняете их местами. И за сутки, либо за 2 суток посчитайте количество рыбы на берегу. Если вдруг ваш поводок рыбы даст больше, значит, вы все делаете правильно. Если же наш поводок даст рыбы больше, тогда я бы, наверное, советовал вам все-таки что-то поменять. Еще раз хочу сказать, ни в коем случае не призываю никого нам верить, как в общем и кому-либо другому верить. Карпятник может стать сильнее только на водоеме, методом проб и ошибок через свой личный опыт и никак по-другому. Обычный просмотр видео, какие бы они ни были, ничего не даст без практики. Если видео было полезно, если вы что-то для себя взяли, будем благодарны за лайк. Не хотите пропустить интересные новинки, подписывайтесь на наш канал. Если есть желание и вы считаете, что это видео, возможно, будет полезно вашим друзьям, обязательно тогда делитесь этим видео в соцсетях. Ну и до встречи на канале. Всем спасибо за внимание.